Цель убрать из себя цепи тяжести антимира, расторгнуть контракты, отделить темное от светлого, выйти в новую, чистую и светлую реальность. Аспекты. Найти и убрать зацепку, причину, по которой вернулась боль в груди. На прошлом сеансе был в груди орешек, центр тяжести антимира. После сеанса в тот же вечер это все вернулось, снова началась боль и тяжесть груди. Хочу убрать этот камень с груди, эту боль и тяжесть. Второе. Найти и убрать причину боли в животе. После сеанса с Моной и Павлом, которое было много лет назад, это я легла спать, и черная широкая полоса слева направо накрыла мой живот. Стал живот болеть. Отказываюсь еще раз от этого сеанса, убираю все воздействия и отдаю карму. Как-то я делала себе массаж живота, и была мысль, что живот – это вход. Интересно, куда вход. Также на животе была операция, а маленькую меня носили бабки, заговаривать очень. Третье. Найти и убрать причину, по которой я постоянно хожу. Это какая-то лярва или жесткая программа, которая сильно доминирует. Также меня кормят во сне. Сама во сне запихивала себе в рот грозди винограда, потом был полный рот печенья. Вообще что-то такое. Хочу выяснить и убрать это. Устала от этой зависимости. Когда спрашиваю себя, почему хочу есть, ответ заполняю пустоту. Четвертое. Оказывается, это аварии в прошлой жизни. У меня болит низ поясницы, как лежала на кровати и стала трясти всю нижнюю часть туловища, которая от талии. Пошла дышать, спрашиваю, почему боль? Ответ – отрезано. Задаю вопрос, как это произошло, и в ответ вижу картинку. Яркий свет фар, лобовое стекло, испуг, звон битого стекла. После этой картинки у меня почему-то шел вот Викин голос «это важно». Я думаю, ну ладно, если это важно, значит нужно это сказать. Вот, эта картинка у меня появляется уже второй раз. Если это была ситуация на самом деле, то ее отменяю, исцеляю свое тело. Если просто какую-то картинку мне внедряют, то тоже эту картинку убираю, она мне не нужна. Также еще по поводу позвоночника, у меня сильно зажатость в шее, прямо как будто бы голова отдельно. Дискомфорт в области плечей, правой лопатки. Если там есть какой-то имплант, то я хочу его убрать. Как-то я ходила, лет мне 20 было, ходила к психологу Сунцову, он делал мне блокаду, прокалывал эту правую лопатку именно там, где крылья растут. Отказываюсь идти к этому неврологу и вообще отменяю полностью визит к этому врачу. Также если по костям, то растет косточка на правой ноге у большого пальца. Хочется прямо хрустеть пальцами ног и дискомфорт. Убираю, если там есть имплант, то я его убираю и восстанавливаю правильную форму моего тела. Пятое. Часто снится больница. Так как бы интересная просто ситуация была. Спрашиваю, когда почему, то шел к сознанию антимира. В конце января такая была ситуация. Нахожусь на кухне, заходит муж, с которым я в разводе, он не могу никак разъехаться. Чувствую негатив, стало противно, боль такая прямо физическая. Он ушел, у меня слезы. Я, наверное, 3 потом ревела. Вот. Потом такая злость какая-то праведная появилась, и из души такие пошли слова. Сказала, что отказываюсь жить бок о бок с негативными сущностями, отделяю темное от светлого, запрещаю негативным сущностям жить в нашем общем пространстве, и так далее. Легла спать. И снится сон, что нахожусь в больнице, меня как будто бы выписали, одеваюсь домой, смотрю на себя, какая-то одежда такая немодная, думаю, что надо бы поменять гардеробчик. Вот, беру сумочку и думаю, вот сейчас у меня начинается новая жизнь. Похоже, что я отсоединилась от этого сознания антимира. Хочу полностью от него отделиться и разъехаться с Александром. Также был сон, что я вылетаю из больницы, меня стреляют, я поднимаюсь вверх, голос говорит, ну вот и все, сейчас поднимайся вверх. Не знаю, кто там был. Также мне, когда снилось, что как будто бы лезут и перезагружает мой компьютер.
Вот такие были сны. 5. Вот еще, если, ладно, в принципе, хочу посмотреть, что происходило. Вот я на 2 секунды днем вдруг увидела яркий свет. Такой яркий солнечный свет, было много зелени, такой прямо сочный, крупный, воздух другой, такой вкусный. Ощущение, что надо еще почиститься, и я окажусь в этом пространстве. После всех этих таких озарений начались атаки. Во сне постригали мне волосы и брызгали лаком для волос в лицо. Было целое облако этого лака, было трудно дышать, потом я заболела. Распухло все лицо, в носу, кашель, там горло, и закончилось антибиотиками. Потому что все это в грудь опустилось, в бронхи. В поликлинику было еще хуже, было ощущение, что пространство мое находится инородное тело. Вот очкание пошло. Когда дышала, то увидела, что в пространстве находится какая-то противная муха. Брала эту муху, выкинула в портал. Если что-то от этого еще осталось, убираю и чищу себя, от всего чужого отдаю воздействие. И вообще интересно знать, почему я все позволяю, чтобы со мной это происходило, что там со мной делали. Хочу посмотреть ситуацию, когда у меня упал иммунитет, то есть он как-то плохо работает, постоянно нет температуры, когда я болею, организм плохо справляется, заканчивается приемом антибиотиков. Программа антибиотизма, делать себе плохо. Я делаю только то, что приносит мне здоровье и радость. Еще вот по поводу того, что какие-то вирусы мне постоянно в голове, да, брызгали, какие-то вирусы были. Просто была такая ситуация, что познакомилась как-то с таким эзотериком, его зовут тоже Женя. Он давал мне такой листок формата А4, на котором нарисованы такие вирусы, он сам нарисовал их. Он ясновидящий, он так на меня посмотрел и сказал, что у меня в голове много вирусов, что якобы это возможно потом, что будет шизофрения. Он дал так листочки и говорит, что нужно какие-то там кодовые слова, там 4 слова сказать, чтобы это все активировать, картинка. То нужно этот листочек прикладывать в голове, что якобы вот эти вирусы, которые нарисованы, вступают в контакт с вирусами в голове человека, якобы они эти вирусы побеждают, и, в общем, такое получается исцеление чудесное. Я-то, конечно, по глупости это все делала, вот, я от этого отказываюсь. Может быть, здесь что-то как бы еще есть. Вот. 8. В детстве отец бил по голове. Не могла решить задачу по математике. Говорил, что я тупая, что до меня плохо доходит, что такая бестолковая. Я отменяю эту ситуацию, отдаю ему обратно все его воздействия. Когда вспомнила эту ситуацию, то резко захотелось есть. Прямо сильный приступ голода. Пошла, поела. Может быть, есть какая-то связь с тем, что я постоянно есть хочу. 9. Работает новый водитель, зовут Костя. Когда он первый раз зашел, увидела его, и первая мысль, откуда он здесь взялся. Ощущение, что я его знаю с прошлой жизни. Либо родственная душа, либо там знакомый, причем он живет в другом городе. Вот почему-то сейчас стал к нам ездить, товар возить. Однажды посмотрела ему в глаза и поняла, что влюбилась. Мне радостно, когда он приезжает, общаемся, как друзья. Я просто хочу узнать, кем мы были друг другу в прошлой жизни, какой целью он появился в наше данное время в моей жизни. Может, что-то он хочет мне напомнить. Выбираю гипноз, иллюзии, бабочки в голове. И, кстати, спросил у него день рождения 21 числа. Мне так интересно, у меня просто день рождения 3 числа. Почему-то вот все числа, вот мои тройки, шестерки, девятки, это те люди, с которыми мне комфортно. Вот именно у кого там, 21, там, 12, 24. То есть все, что кратно 3. Это такие мои замечания интересные. Если кратно 3, то это как бы мой человек. Я даже жила в доме, там номер 9, 3-й этаж, квартира 33.
То есть тройки, шестерки, девятки. Ну и последнее. Хочу узнать и убрать причины, по которым ночью начинается жар, это с области почек, либо живота, потом жар идет по всему телу, вся сырая бывает, только проходит к утру. Интересно, может быть, что-то связано там в каком плане. Я убираю все воздействия, очищаюсь, освобождаюсь, поднимаюсь в чистое пространство, в новую светлую реальность, отказываюсь от смерти, возвращаю свою суверенность, убираю привязки ко всем людям, возвращаю свой код Творца, свой истинный потенциал. Сильнозором занималась? Занималась. Ну, связываешь свои негативные опыты с магией, Связываю. с вызыванием духов. Шариков вызывала, но эмблему рисую. От этого я каждый раз отказываюсь, но, возможно, что-то будет. Сама духа вызывала когда-нибудь? Там типа иголочкой, тарелочкой, это да, Прорабатывали? прорабатывали. Хорошо. Значит, будем копать что-то конкретное? Да, и важный момент, что чтобы мы, сколько бы мы ни знали, сколько бы мы ни работали в эфирном пространстве, оно срабатывает только тогда, когда мы это практикуем. То есть практика, то есть новые знания начинают работать только тогда, когда мы это практикуем на собственной жизни, на физике. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты уже видишь? Увидела, слышу пятно, черный такой кружок от сектора магии. А от сектора интерферентов идет операция, ну такая обычная. Люди, хирурги делают операцию. Там вот эта лампа такая. Угу. И вот этот черный шланг кто-то из сектора магии вставляет в живот. И человек так дергается на этом операционном столе. И все. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от этой ситуации, поднимайся вверх. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. Ирина, 1, 2, 3. О. Она вот так смотрит на саму себя. Считывается, что она растроганная. Ее энергосфера правильной формы, но вот так идет, как будто шар большой, а в шаре такой меньший шарик. А нижний, вот это, что получилось как полумесяц отрезано, оно такое черное. Она смотрит, а там ни ног нету, ничего нету. И берет она так вот раз, закрывает грудь и говорит: пустота. Вот так вот. И над головой такая черная энергия, какая-то такая вязкая, ну даже не вязкая, как бы это сказать, такая как вата такая. Тяжелая, правда. И вот так тянется тоже в сектор магии. Угу. Хорошо, Виктория, отодвиньте ситуации. Считай эфирная ДНК. Ирина ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. И вот это еще нюанс такой, когда этот человек умер на этом операционном столе, она вот так. И язык такой высунулся. И сейчас я вижу, что вот этот язык, как программа с левой стороны, такой черный, вот такой вот, Угу. тянется в сектор интерферента. Нет, это в сектор магии. Угу.
Ну, Так, тут весь нижний, то есть все, что находится внизу, это все интерференты. Только сектор магии показывает, что это задействованы люди, то есть воплощенный Мгм. человек, а не сущности или программы. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Кто там находится в секторе магии, приказываю проявиться. Так, выползает из сектора магии спрут на этих ножках, щупальцах. Мгм. Эти щупальца вот как будто сверху как человек, а от талии щупальцы. Мгм. Считывается, это программа, когнитивный диссонанс. О, Мгм. так, он ложит, он ложит такой листочек белый, на этом листочке белом такие какие-то загогулины нарисованы, как фасольки. Черные, а листочек такой сияющий, а загогулинки черные. И он берет и в голову перемещает. Вот так говорит, что это вирусы. Это вот этот вирусник. Женя, Мгм. которая... Да-да-да. Это человек, который настолько неграмотный, что не понимает, что шизофрения, естественно, бывает и от вирусов, но вирусы нужно просто по-другому с ними работать. Или от того, что человек отказывается выполнять свои кармические задачи. Тогда тоже это происходит. Но он этого не понимает и строит из себя ясновидящим. Я эти многие ясновидящие вижу, ну, он видит этих демонов, вот он. То есть избегать нужно этих ясновидящих, конечно. Видит, но как работать не знает. Да. Так, хорошо, приказывает ему Жене отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Как-то как будто бы его так зажало, вот так. И он кричит, как будто бы кто-то его там зажимает изнутри. И он вот так... Это юбочка, которая в виде этого спрута. И он говорит, что он насаждает ей, так и говорит, шизофрению. Так, понятно. Так, давай спросим у Ирины, почему она позволила, то есть решила пойти к ним и делать это, зачем ей это было нужно? Она показывает, что она вся такая обессиленная, у нее такие длинные руки. Вы вот так вот опущены, плечи, то есть без сил, и руки вот так тянутся в сектор интерферентов, и от локтей начинают чернеть, и она там в секторе интерферентов вот это что-то такое уже как бы не своими пальцами, а этими, а, что там вот так вот делает, как будто бы ковыряет, а уже пальцы у нее появились, как будто это не пальцы, а вот эти щупальцы этого спрута. Мгм. Считывается, что она дает силу Мгм. эгрегору, какому-то эгрегору. Так, Что это за эгрегор, как он считывается? считывается, да, духовный насильник. Мгм. И это имеет отношение к этой черной точке, которая находится в груди. Она сейчас на это показывает и говорит, я его разоблачила. И говорит, он не мой ум. М. Так, Она а что значит отказывается. А чего отказывается? Применять шизофрению. Мгм. Уплощаться, утончаться
Я вижу, как она снимает эту черную энергию и вот так из себя вытаскивает изнутри. То есть получилось, как ее как бы зажали. Он сам зажат, и эти же программы насаждает другим. Вот Мгм. в чем и опасна эта эзотерика, потому что свои все нечистоты эти эзотерики эзотерическим путем перекладывает на других людей. Я вижу, М. как Ирина вот это вытаскивает из себя, как будто огромный такой из нижних чакр, как стержень такой, и подключила его, то есть отдает ему, и он начинает как будто бы током дергаться. Мгм. То И есть да, Ирина она говорит, приказывает что ему она забирать. отказывается а, от этого участия. И я вижу, как эти загогулины, как фасольки в голове, она их вытаскивает, а они уже корешки дали. Так, и когда М. она это все убирает, вдруг зазвенел и задрожал такой символ, как колесо красного цвета в секторе магии. Мгм. Кто там в секторе магии находится, приказываем проявить согласно физической ДНК. Я вижу, как она сидит и вот так смотрит, как будто бы в одну дольку М. этого колеса, а в руке черный, как нож, какой-то треугольник такой, и она рисует. О, символ цельнозора. Мгм. Это портал. И этот портал, я вижу, как она это сделала, то эта энергия, этот черный дух, она вот так, как змея, начинает туда-сюда, туда-сюда, вот так вот выискивать. Я слышу дефекты. Она же сама дефективная, эта энергия эзотерическая, это магические, и поэтому она как бы Подо- примагничивается к дефектам. Подобное к подобному. Да. Так, что это за черный дух? Приказывает ему дух отвечать. Кто он такой? Суть его. Так, считывается как какой-то катастрофический. Вот эта змея, ну, я что слышу, то говорю катастрофически. Вытаскивается такой, как огромный спрут с бородой, с огромными глазами в секторе магии, между прочим. Приказываем отвечать, кто он в секторе этот магии, кто он такой, как мы его знаем, кто на физике. Так, снимает колдовскую шапочку, такой, как эту, как не пирамидка, а конус такой снимает. Мгм. Плащ черный снимает. И в тельняшке в такой полосатой. И Мгм. держит вот так руками за плечи. А, это Илья и Мона, а он Мону держит. Вот так она как бы лежит, как будто бы входит ему в живот, и он ее вот так вот этими лапищами черными тянет. Мгм. Так, приказывай Илье ему не отвечать, что они делают в пространстве Ирины. Говорят, наказываю. От них идет наказываю. И вот так, как будто бы Так, рубят ее. что это за действие, наказание? Что они делают? Я слышу сеанс, и вижу, эта операция идет, и вытаскивают что-то из живота. Такое, как черная энергия, как будто бы вытаскивают ребенка, руки, а вот это все остальное через живот тянется там вниз. Ребенок такой синий. Вот так руки, вот так растопырку. Мгм. У этой женщины, которая вот так лежит. Мгм. Так, Так, а что это за женщина, Виктория? Считай эфирная ДНК, кто она такая? это Ира. Мгм. И там происходит эфирная операция, считывается дубляж.
Что-то они дублируют. А что это за ребенок они вытащили? Угу. Что это за ребенок? Давай считаем эфирная ДНК ребенка. Кто он такой? Или что Он это? вот это, это как так, синий такой. Синий, руками тянется к, я слышу, к горлу Моны. Он ей в рот как бы заходит, изо рта М, выходит. То есть как-то заходит, выходит. Он ей именно где голос формируется, голосовым связкам. Я слышу Интересно. формирование нечисти. У Моны в горле, где голосовые связки, такой комочек, и там формируется нечисть. Считывается Мгм. эзотерическая плесень. Вот. Так, что же это за ребенок такой? Кто он такой? Или Дух. что он? Ага, ребенок это дух, да? Да, это дух, это фантастический дух, который одновременно ножками он вырастает из сектора интерферента, все ноги как хвост, как русалка. Мона тоже как русалка. Она рождает таких же монстров, как и сама превратилась. То есть ее духовная сущность. Это как вот это как русалка. То есть своими корнями она уходит в сектор интерферентов. И таких же монстров рождает. Они с ней связаны вот так, одной петлей. Угу. Вот. Так, а вот этот дух, который выходит из Ирины, когда этот дух впервые появился в пространстве Ирины, в ее личном пространстве, что это было за событие? Я вижу, что это идет эфирная операция, и она в эфирном пространстве, я слышу, они заполняют пустоты. Угу. То есть идет наложение программирования на уже а, созданные программы, то есть на ее какую-то, сейчас я смотрю, Угу. на что оно притянулось, давай посмотрим. Вот это программирование, это NLP-программирование. Ну, это мы так говорим, NLP-программирование, а это вот синий цвет символизирует пси-технологии и формирование иллюзий. Иллюзий быта, я слышу. А на что притянулась? Я вижу, что от сектора магии идет вот этот, что она видела эти фары, этот свет, Угу. и это как будто бы ее машина сбила. Я слышу предыдущее воплощение, как будто бы ее машина сбила, и туда она уходит, как в открытый портал. Сейчас я посмотрю, что же было На самом деле, на самом деле, на какой блок эти притянулись. И я вижу, что вот это притянулось на сеанс Моны с Павлом. Я вижу, как Мона с Павлом делают ей сеанс. угу. Я слышу, что в секторе принятия решений идет вот так. Когда я смотрю, что-то там черное, увлеченная плесенью. И я почувствовала энергию вот сюда, именно вот сюда, к левой ключице. И от левой моей ключицы вот так голос пошел в сектор будущего. Это важно. Я сейчас Угу. посмотрю, что это. Угу. Ой, что-то я громко говорю. О, кто-то кричит, вот это, который на меня подействовал из сектора интерферента, кричит: «Хватит
Сейчас вернусь. Мгм. Чувствовать будущее. И как будто бы вот так толкает кого-то. Говорит, будь здесь, оставайся в плену. Так, кто это в секторе интерферентов? Это говорит, приказывая ему проявить согласно его эфирным ДНК. И я вижу в секторе магии какая-то энергия, как будто как колдовской ритуал у Иры в секторе магии. Там такое, как ее эфирная ДНК, вот так вытекла из сектора принятия решений, превратилась в такую каплю плоскую. А вокруг стоят сущности, ну, программы, Угу. и ковыряются там внутри. Так, и это во время сеанса Моны и Павла. Я вижу, как Мона достает какую-то загогулину вот такую и передает в сектор интерферентов. И там кто-то рот открывает и ест это. Что это, Благодарит. что это за загогулина? Как это загогулина? Что это за энергия? Я слышу плач. Так идет слово плач. Но пока еще сейчас рассмотрю, какое событие. Что-то связано с ее прошлым воплощением. Я слышу убийство на дороге. Убийство на дороге. Угу. Вижу какой-то автомобиль. С такими, ну, в эфирном плане он выглядит черный, и такие какие-то фары. Похож на Волгу. Вот передняя часть. Да, да, точно. И это такой, как девочка-подросток. Может, девочка даже еще. И я вижу, как эта машина, она вот так пытается это вот так руками отодвинуть, а эта машина как будто бы въехала, как, ну, вижу чуть-чуть в эфирном пространстве, чуть-чуть как на физике. Да, она как будто бы в стену въехала, и ее так вот отрезала низ. Пришпилила? А считай, Виктория, вот эта девочка, проверь, это точно Ирина? Считай эфирная ДНК. Сейчас я считаю эфирная ДНК. От этой девочки идет такое, говорит, в сектор будущего, говорит, вот эта девочка, которая как прижата к этой стене, Угу. говорит, мой двойник, и показывает на сектор будущего. А в секторе будущего стоит такая женщина в пышном платье и с веером, а веер держит на уровне таза. Ну, не так, как веер держит сюда, а как-то странно, как бы закрывает веером низ. Слышу Марфа. Угу. Марфа. Так. Вот эта Марфа является двойник этой девочки? Сейчас посмотрю. Эта Угу. девочка говорила на Марфу. Почему-то эта Марфа из прошлого воплощения, она находится как в секторе будущего. Потом идет к этой девочке, которая одновременно пришпилена и одновременно, как эта женщина на операционном столе. И в сектор принятия решений. А потом резко это идет в сектор магии.
и в секторе магии, и оно вот так идет, таким как будто заворачивается в сектор интерферентов. А там кто-то эту энергию пожирает. Так, ну хорошо. Так, кто это пожирает эту энергию, приказывая проявить согласно эфирным ДНК этой сущности? Появляется спрут. Черные такие, магия. Считывается это как эгрегор магической фантазии. Угу. Я не вижу, чтобы это было как реальностью. Я вижу, что эта история с этим автомобилем – это попытка навязать историю. Сейчас я проверю. Давай спроси, это да или нет. Считай, Виктория, правда ли, что эта ситуация с машиной подлог? Да, Угу. этого не было. А притянулось это на то воплощение, когда Ирина была Марфой. Давай посмотрим, что произошло с Марфой, где эта зацепка, что происходило на физике. Я вижу, она снимает какое-то колье. Колье очень странное. Она вот так его снимает, как ожерелье. А от этих здесь такие какие-то висюльки, и от каждой висюльки идет много-много черных таких, как полосочки энергии, которые вот от сектора интерферентов к сектору духов, к сектору магии. Так, и какая-то защелка сзади. Угу. Так. Так, спроси у Ирины, что это она делает с этим колье. Она говорит, что она отмывает свои грехи. Так, каким образом это она делает? Так, я вижу, что она вот так спускается ногами вниз, как бы в сектор магии. За каким-то ядовитым зельем. Мгм. Так, а что она на физике делала, интересно? Мгм. Что происходило на физике? Да, что это за О, ядовитый приняла какой-то Да. постриг. Мгм. И я вижу, что у нее ее одевают в какую-то одежду. Белая одежда, такая очень как будто накрахмаленная, немного странноватая. Какие-то нарукавники такие. Мгм. А потом поверх этого как будто бы чугунные, такие какие-то металлические на голову. Такая, что... вот эта тучка тяжелая. Одевают вот это на голову. Цепи на руки, цепи на ноги и привязывают к стене. А сейчас понятно, как занятие этими... То есть, когда она доверилась этому колдуну-шизофренику, когда она доверилась этому цельнозору, то есть она впустила эти вирусы, так называемые, потому что информационные вирусы тоже есть, да, и они там делали в ее пространстве все, что они хотели. Сейчас это очень распространено и называется как этот эффект Манделы, да, то есть люди замечают, что меняется память не только у одного человека, а меняют память вообще у всех или у Мгм. многих. Одни это помнят так, другие это помнят так и так дальше. То есть идет
И вот это изменение памяти, и я вижу, что таким образом эти эзотерики вот проникли в ее пространство и притянулись на этот постриг. И вот я вижу этот сон, который ей снился, что ей обрезают волосы. Мгм. И Так. считывается, что в этот момент она убила себя, то есть подписала контракт на убийство себя, своей души, отдала свою душу вот в плен Мгм. ложных убеждений, этих негативных энергий. Я слышу, подвергла опасности. И в этот момент я вижу, что буквально как будто бы этот автомобиль врезается в нее и бьет ее постоянно вот так вот. Мгм. Это Давай бесконечные посмотрим. атаки, да. Когда вот этот контракт убийства души был подписан, видимо, подстриг этот, где ее решение, давай посмотрим на физике это событие. Я слышу, что вот так идет, что ее муж уволил. И в секторе принятия решений появляется какой-то странный трафарет. Зеленые, красные, черные цвета, которые идут из сектора интерферентов. Так, а муж кто? О, какой-то, сейчас я посмотрю. М. Звучит какое-то имя, надо повторить его. Не наше имя, не какое-то длинное через черточки. Какой-то граф. Так, я этому графу приказываю написать его имя полностью, четко и ясно. Пират. Снимает шляпу, а там он выглядит, знаешь, как кто? Он выглядит как Петр Первый, но называет себя пират. Снимает эту шляпу из головы, а у него на голове такая, как гора прозрачная. Он там, по-моему, голландец этот был, Так оно как я его идет, да, я считал. вижу. Ну, как-то Ван Ванде. Че, он не написал имя? Пусть он полностью приказываем написать имя его полностью, которое ему дано при рождении. Приказываем ему это сделать. я ж тебе говорю, Мгм. что я вижу. Не идет имени, идут такие черточки. Вот одна черточка, тире какое-то, потом это черное все закрыто, М. то есть информация закрыта. А он снимает шляпу, как пират. Он пират. Вот у него тельняшка такая же. Мгм. Ну, пират– это кто такие пираты? Это воры, это бандиты, да? Вот он Мгм. вор, бандит, считывается как организованная преступная власть. И на голове у него вот такая, как колба прозрачная. То есть это не человек, а ходящая программа. А внутри этой головы в секторе магии кто-то привязан стоит. Я вижу, это Марфа стоит там. Я слышу горе, слезы, плач. И от его головы вот эти горе, слезы, плач, этот постриг, вот ее волосы упали, а, идет такая, как луч такой на сектор будущего. И оно таки слышу, формирование будущих событий. Мгм. То есть она отдала свою, вот по этому контракту, он заполучил эту энергию негативную, которую она тогда испытывала, вот это предательство, подмена этого ее мужа, это все, это измена со всех сторон. И
вот это формирует, я слышу, будущее царство. Так. Ее будущее и будущее царство. Мгм. Так. Приказываю всем сторонам этого контракта проявить согласно их эфирных ДНК и встать по старшинству. Еще раз. Контракт, когда Ирина приняла решение на постриг вот этого контракта, кто стороны контракта, им всем я приказываю проявить согласно их эфирных ДНК. Проявиться, стать по старшинству. Я вижу, она вся дрожит. Вот так вот вся дрожит и говорит, мне бы согласиться, мне бы согласиться. То есть она как-то себя сама уговаривает. Она боится этого Петра, этого трафарета, этого пирата. Мгм. И она уговаривает саму себя подчиниться его власти. Мгм. Вот страх управляет этим всем. И я слышу конфузия. И очень тяжелая энергия, она буквально как будто бы вся дрожит, и у нее энергия вся вытекает через руки. Вся вот это, как говорится, творчество на кончиках пальцев, да, то есть мы творим пальцами, и мы чувствуем свое подсознание пальцами. Мгм. И эта энергия вся уходит в нижнее пространство, и образуется такой огромный пласт. Почему-то как карта огромная, которая распространилась, разлилась ее энергия от сектора интерферентов и до сектора магии. И я слышу, и стала эта энергия основой бытия клонов, вампиров. Мгм. Каких-то захватчиков. И вот это идет как ненасытные. Мгм. Так. То С есть кем ее она? вот эти энергии формируют не только ее будущее, но и будущее ее страны, целого народа. Потому что она царская персона, и вижу, как вот это все люди, которые находились в ее царстве, они мысленно связаны все с ней. Вот эти ниточки, они к Мгм. ней вот тянутся, и они все у нее как в голове, эти все люди. Они смотрят на нее и мысленно, энергетически, и они все ориентируются на нее. Ну, это, как говорят, первая леди. Мгм. Да. Так, Лидер мнения по психологическому, да. Мгм. То есть все на нее как бы настраиваются, и она пример для всех женщин. Э, Как всегда, пример для женщин, вот первая леди, да. То есть первая Мгм. леди одела какой-то наряд, вот, и все хотят повторить этот стиль. Ну, не все, но многие, да. Это вот Мгм. этот принцип. Так, я слышу, что ее разложили по городам и весям, то есть эту энергию ее. И запустился процесс преображения в дефективную матрицу,
роль палача. Так. Мгм. И закрутилось вот такое колесо. Слышу монархия. Она, вот это колесо, как будто бы наматывает ее энергию на себя и потом как выплевывает. И снова слышу плач, страдания, горе. Мгм. А вот это колье, которое с черными этими линиями было, как это колье связано с этим контрактом? Я вижу, что в ее голове вот это было как корона внутри. Вот там внутри такой центр, сейчас я посмотрю, а от него вот так вверх, вот такие лучи к этим, ну, к душам, к этим людям, да, которые Мгм. на нее ориентировались. То есть я слышу к душам святых, то есть чистых. А вместо этого она отдала эту энергию, и оно вот так как бы перефокусировалось. Оно было направлено вверх, к первоисточнику, все эти лучи, а Мгм. оно так опустилось вот именно сюда, где горло, и образовало вот такую, как, знаешь, есть такое это, сейчас я вижу это, пришла аналогия, какой-то праздник, где там какая-то палка, от палки такие разноцветные эти ленточки, все хороводят. Вот это символизирует вот эту Мгм. привязку к антимиру. И, естественно, она показывает руки эти черные, которые текут, черные энергии магические. То есть превратить Творца света, Творца, вот я слышу так, в Творца иллюзий. То есть вместо того, чтобы Творец творил ам, божественную, чистую, священную реальность, перепрограммировали ее и других на вот реализацию темных, чтобы они имели возможность сотворять только то, что нужно антимиру. То есть вот эти иллюзии, программы этих демонов, этих монстров эзотерических. Мгм. А это вот ожерелье, что это? Это на физическом уровне было какое-то? Нет, это на На эфирном эфирном плане. плане? Да. Мгм. Так, хорошо. Давай, Виктория, посмотрим этот контракт. С кем она заключила контракт, приказываем проявиться. Я вижу, она уже в этом пострижена, уже в этой одежде, и она пришла и сидит. Она сидит за столом, Мгм. ручка у нее. А там какой-то, какой-то мужчина, так как-то, а шея такая длинная, как глист. Какой-то на человека не похож. Так, сразу он перемещается в сектор магии. Мгм. Приказывает этому мужчине Какая-то назваться. воровка. Это считывается как воровка, и в секторе магии проявляется какая-то фигура с ключами. Какая-то женщина, Приказывает этой монахиня, женщине, этой воровка. монахине, приказывая ей отвечать, кто она такая, как ее имя. То Я есть, вижу, что она эту Марфу закрыла как в темницу. Вот такие эти, как в тюрьме. мгм. И я слышу такие большие ключи, как они звенят, она закрывает ее там. Приказывай ей назваться, кто она такая, как мы ее знаем. Не идет, да?
Мы ее не Так. знаем. Идет, что мы ее не знаем. Ага. Так. Она не Э, проявляется как человек. Проявился только вот этот образ какого-то лысого дедушки, как будто бы это мужчина-дедушка. Вот, как лист такой, то есть одна шея, которая ничем не Мгм. заканчивается, такого телесно-оранжевого цвета. Так, давай посмотрим, что это. Что это за глист такой? Приказываю ему проявиться согласно эфирным ДНК и отвечать, кто он такой. О, интересненько. А у него как будто бы там, где должен быть живот, такая точечка, ну, такая белая. И от этой точечки пошли такие вот как полосочки во все стороны, туда вниз, в нижние порталы. Так, я слышу. Замещение. Это программа замещения реальности на иллюзии. Мгм. Интересно. Приказываю проявиться, кто хозяин этой программы, кто самый главный, приказываю проявиться согласно эфирным ДНК в его пространстве. Так, в секторе интерферентов проявляется какая-то фигура, как будто стоит вот так с мечом. Меч такой огромный. Прямо вот так. До бороды. Вот так. Крылья, как ангел, Серафим. Мгм. М. Так, есть у этого Серафима частички души Ирины? Да, он показывает, он вот так на уровне вот первой его чакры подбрасывает, такая тяжелая, такой как энергия вот такая перекатывается. Он подбрасывает ее вот так. Говорит, что это его добыча. Говорит, Мгм. что это его феномен, феноменальный улов. Слышу, Марфа. И от этого, что он вот от этой энергии, вот так идет луч в сектор будущего. Я слышу формирование нации, уход от реальности, гнет. Так это вот захват, Мгм. захват души целой нации. Так, вот эта частица, Виктория, считай, что это за частица души, какие ее свойства? Но я слышу вот это постриг, страх. То есть вот этот момент отдать свою душу буквально на растерзание ради вот улов, вот так слышу, улов. То есть позволить себе быть рыбкой и наживкой одновременно в руках этого рыболова. Так, а спроси у Ирины, зачем она позволила Она быть рыбкой кричит: и "Я хочу наживкой? жить!" То есть, ну, это человеческие обычные реакции организма. Человек Мгм. хочет жить ради спасения. А на эфирном плане? А Почему на она? эфирном плане я вижу снова это ключница с этими ключами. Я слышу переворот. И происходит переворот сознания и переворот вот этих энергий. И царица становится узницей, черницей, никем. Мгм. И ее вот эти связи с народом, который ее фактически обожествлял, да, она была примером для них. Эти все связи нейронные она вот перенесла в антимир вместе с этими душами, с этими людьми. Мгм. И снова я слышу, ушла от реальности. То есть она хотела спасти свое
тело, свою жизнь, но на самом деле произошло все наоборот. Мгм. Погубила свою душу, свой дух. Так, видит Ирина, что произошло при подписании контракта, какие Да, последствия? и я вижу, она вот смотрит, а она как бы привязана, а ниже третьей чакры ничего нет. И она кричит, что она породила пустоту. А М. это означает, что она стала как портал для этих захватчиков. И они вот идут, эти демоны, и друг друга зовут. Открыт портал с этой преисподней, формирование будущих событий нации. Мгм. Это произошло. Теперь понятно, что произошло. Она, вот, ну, как короли, цари, президенты, они в своем сознании как бы держат все сознание наций. Каждый из, ну, мы все связаны с внешним пространством или с общим сознанием, например, нации или потом целой планеты. Много уровней здесь есть. И получилось так, что она открыла доступ не только к ее подсознанию, но и к подсознанию, к общему сознанию ее рода, ее нации. Так, а кто То есть ее род, ее нация? Что это за нация? я слышу московитяне, а она их вот так берет и вот так обнимает руками, вот так. Мгм. Она такая большая, вот там, где вот тогда это, ну, центр, где Москва, Московия, вот она сидит и вот это вот так держит. Такая огромная-огромная, вот как будто бы ее платье опускается прямо вот по этой территории. Мгм. Понятно. И она вот так их держит и говорит: "Мои дети". И вот она сидит, где контракт подписывает. Это ж я еще не успела сказать, что у нее в животе как будто бы ребенок. Начала смотреть, что это. А вот оно. А это ее дети, это все души, которые ушли за ней. То есть, которых она потянула, они все пошли за ней. И вместо этого потом вытаскивает вот этого монстра. То есть она как бы светлые души похоронила вместе с собой, а с нее вышел вот этот синерукий какой-то монстрик, этот типа ребенок. То есть это то, что они уже наклепали, нафантазировали, навязали эти магические идеи, эти фантазии, эти будущее, которые наформировали магическим путем, а карму как бы она должна за это все нести, потому что же она туда зашла. Это вот это хитрый план такой в Хор- действии. Мгм. Хорошо, Виктория, передай эту информацию Ирине, покажи все это, что произошло из-за этого контракта. А она говорит: "Думаешь, я не знаю?" И стоит, и возле нее такая, как ткань какая-то, и она ее берет и режет левой Мгм. рукой. А левая рука вот, под действием программ из сектора магии. И в секторе магии я вижу лежит Мона, а, с такими глазами огромными. И фактически она разрезает это пространство. Вот эта ткань, это вот ее как зеркало, как эфирная ДНК, как зеркало ее души, то есть ее эфирный двойник, информационный. Вижу, как во время сеанса с Моной Мона буквально разрезает на такие вот части, на полосочки. Я слышу, конструирует.
И эти полосочки потом завиваются в эти завитушки, и образуется вот это колье. И это переброс кармы, потому что она разрезала эту сияющую энергию, да, вот эта, которая Мгм. была. Вот, а нацепила в эфирном плане, навязала этого черного двойника, то есть эти подключки и ответственность за то, что Марфа подключила весь народ. Мгм. Виктория, а чья информация, вот эта Мона, когда с Марфой была знакома, есть у них какие-то воздействия воплощения Марфы? Когда ты это спросил, то появилась эта ключница. Это женщина. Так, Ха. кто эта ключница? Интересно. Какой это ключница к Моне? Как она связана с Моной? Это вот эта ключница, эти ключи от этой ключницы вдруг как будто бы зашли в Мону, в ее нижние чакры. И Мона как закричит как-то странно так, что все души под ее контролем. Но не она, а этот дух, которого она впустила в себя. Потому что на данный момент Моны уже нет. Угу. Там один этот темный дух. Ну, Ильи тоже уже от него ничего не осталось. Угу. То есть они как аватары просто переносят в себе вот этих духов черных. Угу. Так. А Мона была в том воплощении Марфы? Пересекались она с этой Была, Угу. была. Вижу какую-то женщину с какой-то черная точка возле губы. Вот так. С правой стороны, где правая Угу. губа, она проявилась в секторе магии. Но имя не идет. Так проявится и исчезает. Так. Встречалась ли это Мона в том воплощении с Марфой? Да, эта ключница говорит, что она убедила Марфу отречься от себя. Угу. Это Что это какая-то было? придворная дама. Что это было за событие, когда она убеждала Марфу? Она пугала. Это Она пугала этим Петром, так называемым, этим графом. Я вижу, она что-то поколотила и одевает этой Марфе какое-то колье. А колье выглядит вот как такая цепочка, и на этой Мгм. цепочке такие длинные какие-то, ну, они не прямоугольные, а такие расходятся, вот так какие-то штучки такие. Висюльки. Ну, Мгм. что-то такое, да, как пластиночки такие. Так. А Она эта девица, которая дала это колье, это Анна Монц? но я слышала Монс, но почему-то я думала, что это имеется в виду Мона. Но она и есть Мона, видимо, в том воплощении Анна Монц. Сейчас я проверю. Проверь, Виктория. Все это запечатано, конечно.
Да, была. Мгм. Запечатано. Все черными энергиями. Считывается скрыто. Так, а кто Потом это все слышу скрыл? ритуал, ритуал. Ага. Что это за ритуал? Что произошло? Какой-то вот этот снова голова эта, которая, Длинная шея. да, Мгм. да, Это дух. да. Так, приказываю этому духу убежать. Весь ритуал, все, что он скрыл, приказываю все его воздействия на истину убрать его же руками. Приказываем очистить от его воздействий наше чистое пространство. Это как начинает стягиваться, а эта, ключница, которая вся была покрыта черной энергией, непроницаемой, вдруг стала такая в таких панталончиках выше коленок, в таких панталончиках в нижнем белье. И начинает вот это как бы: "Что? Где?" И, у нее такое нижнее, так интересно, как они ходили. Они что, спали в этом? Такие панталончики и такая кофточка. Ну, вот это бюст и держит, чтобы не упасть, э, в грязь лицом. Все по форме, показывает завязочки сзади. Беленькое такое все. А перчатки-то черные и глаза черные. И завитушки на голове. О, завитушки, а Мона же кучерявая, тоже родилась с кудрями. А, Ну да. Она Монс тоже кучерявая такая, в черной на портрете кучери. да, да. Так, и что, это Монс дала это колье Марфе? Да, и я вижу, что это какой-то был ритуал на этом, колье. И когда эта Марта одела, это колье, в её вот так вот это колье начало душить, и я вижу, что она как бы умерла, эта Марта. Мгм. Это Марфа. Как она считывается фамилия? Правда, что она Скавронская? Или как на самом деле было? Да, это она. Мгм. Так, видит Ирина, что это Монс дала ей вот это колье с ритуалом. Да. Пусть она зайдет своим сознанием в тот момент, откажется принимать это колье, приказывает Моне забирать все ее ложь, угрозы, насилие и Ну, отдает ей там, карму. этот человек еще с ней, ее любовник. Пусть оба забирают, потому что она вот, Меньшиков, кто это там? да, Мгм. да, вот эта голова, да, то есть она как бы не Мгм. своим умом, жила, а его. То есть, а, Мгм. Пусть приказывает тоже этому человеку забирать его воздействие, ух насилие. ты! А сейчас вдруг вот этот демон, который стоял и перебрасывал эту энергию, эта энергия просто взяла и вот так как шмыгнет, выскочила у него с рук, и в этот момент, там, где будущее, то этот шар образовался, то есть он как Мгм. бы соединился с этим огромным шаром, где лицо Ирины, вот в секторе миссии. А эта черная энергия, серая, разная такая, начинает все Мгм. отслаиваться, уходит. Я передаю Ирине в том. А что, ей дали выпить яд, что ли? Ну, возможно, да. Она ж Она отказывается пить этот яд. Или отравленный был это колье, что-то было. Потому что я вижу, она вот как бы флакончик какой-то, ну, наоборот, выпрыскивает. Мгм. И сейчас, достает, свою энергию. А, я передаю Ирине, чтобы она вернула всю ее энергию со всех мест, где она ее теряла.
И я сейчас вижу, как она вот говорит символ цельнозора, и вот так черным, вот так вот это, что она держала, как что. Мгм. И это уходит в сектор магии. И да, я слышу, от нее идет, что она отказывается принимать карму Анны Монс. Вот прямо так прозвучало громко. И Мгм. она взлетает, как ангел, вверх, а ноги вот так запутаны. Сейчас я посмотрю. Мгм. О, ты смотри, как это... Помнишь, я тебе перед сеансом сказала, что нужно расследование сделать? Именно вот это было как подсказка мне, чтобы я понимала, потому что телепат может понять только то, он же человек, да, только то, что Мгм. осознал. Мне пишут там, что некоторые видят так, некоторые так. Каждый телепат на уровне своего осознания. Если глубокое осознание происходящего, тогда и расследования как бы истинные. Мгм. И вот эта ситуация, когда моя машинка наехала на веточки, да, деревья Мгм. такие, прям над дорогой были. Ничего удивительного. Но когда эм, я слышала, как это в машине где-то там эти веточки ломаются, а потом оказалось под машиной, когда я отогнала машину из гаража, я увидела эти веточки такие обскубанные по дороге, конечно. Листьев уже не было никаких, но почему-то завязанные этой веревочкой какой-то. Ну, я же понимаю, что на дороге лежала просто ветка. Откуда же эта веревочка взялась? Может, намотана была, а потом размоталась. А это для того, чтобы Мгм. я осознала. Оно считывается как трапеция. Что ж такое трапеция? Это Вот, как диагональ такая в фигуре. да. Ну да. Вот это трапеция. Трапеция — это вот это, что я видела, да, это связь М. от этой точки моей вот туда, что я слышу, это ось осознания. Мгм. Вот. Ам, как это что я осознала? Я осознала то, что перед тем, как человек принимает какое-то негативное решение, вот как я, да, приняла этих беженцев, а она оказалась вообще сумасшедшая. И вообще оказалось, что она из прошлого моего воплощения, то есть примчалась прям за 10 000 километров, чтобы мне навредить, да. Мгм. Вот. И это вот эта веревочка как раз символизирует вот это. Так, понимание того, что человек сам по себе не вредит, что всегда идет перед этим магическое воздействие, и что нужно эту карму, и возможно эту карму за воздействие отдать. И я вижу, как Ирина снимает из себя вот эти панталончики, а на панталончиках такая уже подключка к нижним чакрам. И там ну, не буду уточнять, что там прямо, программа на этих панталончиках, как женский орган, ладно. М. А, и Ирина снимает это. Я передаю, чтобы Ирина, ее начинает вот так раскручивать. Она раскручивается, и раскрутилась, и обнажился этот стержень, который внутри черный. Мгм. Что Это это? энергия Анны Монс. Она таки считывается, Анна Монс. То есть Мона таким образом а, как бы заманила на сеанс тех, кому нужно было бы ей перебросить, вместо того, чтобы отработать эту карму, Мгм. потому что она должна была бы помочь этим людям развязать эти семейные узлы. Она считывается вот как родня какая-то.
то она, наоборот, еще больше додавила. Точно так же, как эта э, лилия, да, из Мгм. прошлого воплощения пришла в это воплощение, чтобы сделать такую же атаку на меня, как это делала тогда. Но только тогда это было критическим, а так как мы не заслуживаем на это, то мы имеем больше силы и власти и над собой, и над этой ситуацией, и над насильником. Вот это мне пришло сейчас, это я понимаю, да. Мгм. То Так, а есть вот вот этот так вот. стержень, да, черный стержень, это карма, да? Так ты Это сказал? не ее карма, это вот этот контракт, по которому вот она держит этот стержень, это та ручка, это тот же Мгм. контракт, по которому Ирина отдала свою волю, свою душу и Моне. Мгм. Контракт вот этот, когда она на постриг пошла, да? Да, на постриг, и фактически она предала себя и предала весь народ. Мгм. Она не боролась ни за себя, ни за весь народ. И таким образом ушла в небытие и потащила за собой всех людей. Но это не только она, это все так делают или делали, М. ну почти все, да. Мгм. Если человек, и даже сейчас, если человек не борется за свою свободу, потому что главное это отличительная черта божественной души – это ее свобода. Кон свободы никто не отменял и отменить не может. И мы обязаны отвоевывать свою душу, свободу, быть свободными. Вот. И вдруг она осознает, это Марфа, и вот так, увидела это все. Мгм. Хорошо, пусть она расторгает этот контракт, приказывает этим ключнице и остальным забирать их воздействие, расторгает, приказывает им забрать все их энергии, программы, чипы, импланты, программы, ложь, обман, иллюзии, насилие, карму ихнюю. Пусть они забирают ихними руками, применяют на них же. Что интересно, вот этот Серафим сам отдает эту энергию ее. И что интересно, эта энергия, она не была с виду сияющей, она была покрыта как таким, считывается, навозом, а выглядит как будто такое что-то переливается. А он хотел это передать вот в сектор будущего, а отделилась этот шар такой сияющий, ее божественный дух, а эти все последствия к нему же Мгм. возвращаются. Интересно. Вот я приказываю всем интерферентам, магам и говорю, чтобы Ирина то приказывала всем убирать их воздействие. Ха-ха-ха, вот это они же меня зацепили, да? Я же со всеми Мгм. тоже соединена, и оно уходит вот это, и что-то они говорят, не сработало. Вот я приказываю им убрать все воздействия на наш божественный разум, любую магию, и восстанавливаем коны кармы, справедливости, и убрать все последствия. И Ирине говорю, вот она выходит, Мгм. а вот эти руки, я и смотрю, она вышла вот как будто бы по колено еще в такой, как какая-то пуповина. Вот эта энергия такая серая, какая-то странная, и она вот так тянется за ней, за руками, и она берет, и она вот этими руками с этими энергиями такими странными, как будто бы мазюкает по сектору будущего, а там такое лицо Ирины, как будто бы оно спит в секторе миссии. Маска Мгм. такая.
Я передаю Ирине, что в ее воле немедленно убрать все воздействия чужеродные, очистить ее генетическую память от примесей чужой энергии, чужой памяти, цифровых кодов идет. И вот я вижу, у нее вот эта еще зацикленность на какие-то цифры, то есть это эзотерическая привычка, потому что на самом деле всем управляет человеческий дух, а не цифры. А цифры – это всего лишь математическое проявление, как устроен мир или как устроен антимир. А все решает не цифры, а все решает дух человека, его воля. Мгм. Так. И она говорит вот так: я в безобразии. И вот эти энергии – это как какое-то безобразие, безобразное. Я ей передаю, что она может отказаться от этого безобразия, безобразности, антимира и наполнить ее пространство а, ясным пониманием, ясным осознанием, чувствованием, слышанием и осознаванием всего, что происходит, то есть чтобы она открыла в себе тот источник ясновидения, который у нее есть изначально от сотворения, и чтобы она сейчас переродилась заново в этих светлых, и у нее вот эта корона вот там, которая связывает с божественным, с божественными, считывается с божественным духом каждой души живой, восстанавливается, а это колье уходит, и она вот так ногами отбрасывает, такие как будто деревянные или лапти какие-то, что-то такое, снимает это с рук, эти цепи, и вручает этой Монс. Мгм. Поднимается вверх, захлопывает дверь, я ей передаю, чтобы она очистила все ее личное живое пространство от чужеродных энергий, и чтобы она убрала вот эту пустоту, а пустота – это и есть вот этот хаос, этот антимир, который засасывает, чтобы она убрала это все и отторгла все предложения антимира, накормить ее. Пусть она во всех сновидениях своих, везде, где было вторжение, отдает карму насильникам за насилие, потому что всегда есть начало Мгм. насилию. Карма – это, некоторые говорят, что Украина страдает, потому что получила карму. Украина страдает, потому что всегда есть насильник. Было глобальное зло всегда? Нет, оно имеет начало. Когда-то кто-то решил на силу, то есть наврать, то есть проявить насилие. Это был сатана-дьявол, источник, известный из Библии как сатана-дьявол, да? Вот. Точно так же и люди проявляют первыми это насилие, поэтому они получают карму. Потому что тот, кому проявлено насилие, всегда Мгм. выше. Они всегда могут отдать эту карму, очиститься. А вот как эту карму будут потом отрабатывать насильники, это уже вопрос Мгм. другой. Пусть Ирина передает эту информацию этим ее народу, чтобы они забирали все, то есть отдавали всю агрессию, эти энергии обратно душам, то есть духам, которые антимиру, В это время очищались. Мгм. она Да. этими занимается. Я вижу, что она вот так как будто бы расчищает это все пространство, снимает черную корону из головы, Мгм. отдает это в сектор магии. И эта ключница ее как током ударила, улетает, и эта тюрьма уходит, ее нету. Так, она Ага. поднимается вверх. То есть призывает народ очищать Москву, Кремль от всей этой нежити. Хватит уже. Нечисти, да. Да.
Вот. Призываем народ, москвичей, России расторгать Освобождаться от контракты, упыря. Да. освобождаться от насилия, лжи, от манипуляций, вспомнить, кто они есть, живые души, вспомнить Да. наше счастье, свободу, иконы истины, жизни и налаживать чистое управление, чистую власть, а всю нежить отправлять, гнать оттуда, откуда она пришла. Вот интересно, как Ирина в каком-то таком пространстве светлом и такое спокойствие, и там такие вот эти ниточки, такие ленточки уходят туда Мгм. вверх. И она говорит, что она налаживает связь со своим родом. Я передаю ей, что она сейчас может зайти в тот момент, где она абсолютно свободная, чистая, и где чистый и свободный ее род, чтобы она вернула всю ее духовную, я слышу, сытость. Мгм. А, вот это, то, что в Новом Завете написано, типа, что блаженные, а, нищие духом. А на самом деле в переводе это означает жаждущие, как бы напиться, да, то есть вернуть свой дух. Потому что изначально каждый человек – это божественное, совершенное существо, и ему извне ничего не нужно. Все в нем есть. Вся гармония, все ответы на вопросы, вся сила, разум, жизнь. Все есть, и процветание, все есть в каждом из нас. Каждый Мгм. творец. Хорошо. Пусть Ирина очищает истину, все эти Мгм. фальсификации о ее жизни, о истине, о ее роду, пусть тоже приказывает забирать этим фальсификаторам, очищается, налаживает полную гармонию, и мы зайдем в тот момент на счет 3, когда она проделает этот труд. А, Значит, Вижу, это девушка, которой как бы машина вот так придавила. Эта машина вся уходит, и она тоже выходит отсюда. Это хорошо. навязывание, я слышу, стереотипов мышления и стереотипов поведения. Это вот программы жертвы, которые буквально на подсознательном уровне заставляют принимать карму тех насильников, которые вторгаются, а эзотерика – это насилие. Вот. Я Мгм. передаю, чтобы Ирина очистила полностью ее все пространство во всех занятий эзотерикой. Мгм. Вот какая-то хиромантия идет, рука, да, все это цифры, вот это Мгм. увлечение, все уходит, она очищает. Поблагодарила меня. Мгм. Я ей передаю, что иррациональная часть хочет отсоединиться от всех людей, от всех зацепок, прицепок, привязок и быть свободной, абсолютно вернуть коны свободы, гармонии, равновесия, счастья, достатка. Покажи, Виктория, ее аспекты, которые она написала, что по этим аспектам она полностью отменяла все эти решения. Она говорит, я знаю, и снова показывает вот эту, как Мона разрезала ее пространство. Я ей передаю, чтобы она вернула целостность и гармонию Мгм. всех ее составляющей, духовной ее составляющей, физического тела, чтобы она вернула себе все то, чего она достойна. Мгм. И пусть она наконец-то поймет, что ей не нужно жить с ее мужем, пусть она просто представляет себе ту картину будущего. Вот она замуж выходит, вот кольцо. Я ей говорю, чтобы она отказалась выходить замуж за этого человека,
который держит ее, он упырь. Мгм. Пусть она позволит себе освободиться в своих мечтах, мыслях, пусть уже будет свободна, и таким образом эта свобода придет. Мгм. А ее Да, ждет родственная душа, ее родственная душа. хорошо. Вот. Пусть она А, передаст ему информацию, да. через нее передадим алгоритм освобождения. Она открыла себе, знаешь, как это? Ну, это не канал, это как будто бы она дверь. Вот сейчас, как Мгм. открывает дверь, сначала она, я вижу, как поставила такую дверь перед собой, потом ее вот так это все раскрывается, и как будто бы протягивается рука. Это как бы в секторе будущего. Мгм. Хорошо. Информацию передала, да? Да. Хорошо. Ну, добро. Так. Ну, я думаю, Ну, пусть она остается в этих светлых пространствах. Главное, что контракт расторгнут, и это мгм, было самое важное. И сейчас я вижу, что у нее как будто бы какой-то ребенок сияющий на руках. Она говорит, что это ее род, мгм, говорит родословная. Я ей передаю, чтобы она очистила свое генеалогическое дерево и этих завистников, упырей убрала с ее рода, стерла со всех информационных полей, и пусть приказывает всем убрать похитителям, снова вот это слышу, похищено. Пусть тем, кто похитил мгм, свободу, волю народа целого и каждого в отдельности, пусть немедленно получают карму. Это наша воля, и это воля священной вселенной, это воля каждой живой души. мгм. Вот, все очищаем, Очищаем. да. И как интересно, это все ушло. Вот у нее как будто такую энергию забрали, она как в виде такой плоской капли. И сейчас я вижу, как эта капля только вверх ногами, черная, не это, а их, отсоединилась от нее и полетела вниз. И все, захлопали в ладоши и танцуют. О, радость! Конечно же, каждый народ, каждый абсолютно достоин всего самого лучшего. И каждая живая душа должна быть свободной, счастливой. Когда будут все счастливы и свободны, вот тогда наступит этот новый мир. Да, Хорошо, Виктория. прекрасно. Отсоединяйся пока от всех, кроме Ирины, от Да, всех ситуаций. Поднимаемся все вместе максимально вверх. да. Посмотри сейчас, как она выглядит. Она радуется. Мгм. Она говорит, что она вернула, и вот мне показывает вот это, где был шар один, этот как полумесяц черный. Она мне показывает, а это светится все. Только еще какая-то полосочка считывается генетическая зависимость. Я ей передаю, что это в ее воле, и она сейчас может изменить свою память, заменить ее на, я слышу, фракталы дружбы. Мгм. Вот, я ей передаю, чтобы она вот эти все обиды, все убрала с ее пространства, перенаправила ее божественный взгляд на счастье, гармонию и процветание. Так и делает. Здорово. Да, Ну вот. Спроси у Ирины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. да. Снова она показывает еще какой-то, считывается промежуточный эффект. Сняла какое-то тоже колье, только еле заметного красного цвета. С ее вот высшего я оно уходит.
Я так слышу, освобождение нации. Ну вот, Здорово. ура, Молодец. да, Ирина, благодарим ее за труд. да. Прощаемся с ней. Мгм. Ох уж эти царские персоны, как с ними интересно. Здорово. Художественный Я фильм, да? Я знаете что, я мечтаю научиться создавать эти картинки в программе Midjourney, чтобы это все потом сказать, написать там словами, и чтобы эта программа все это нарисовала. Представляете, как будет интересно? Да уж, эти программы, скорее всего, могут использовать то, что есть. Ну да, они не могут воспроизвести точно так же, конечно, потому что они как бы свое новое что-то вытворяют на основе того, что уже есть. Я проверяла, и это так смешно, они не могут различать, что правда, что неправда. То есть там должен быть эксперт, чтобы понимать, что они пишут. Я вчера так смеялась, когда одна программа написала, боже, что она написала? Ой, такой бред, что-то хорошее, которое имеет и какой-то подвох. Я уже забыла этой ночью. Там это самое посмотрела, думаю, о, да уж. Я мечтаю в будущем, что появятся такие устройства, которые могут переводить наши мысленные образы, эти картинки Так это не на экран. нужно, потому что это не нужно, потому что мы же все телепаты, мы эти все образы можем передавать друг другу, Мгм. если нужно, во-первых. А во-вторых, каждый творец и каждый может вообразить все, что угодно. То есть, в принципе, каждый человек лучше, чем эта программа Midjourney, потому что когда он слышит или он М. читает, как это происходит? Вот мы читаем книжку, да? Мы читаем книгу, почему это лучше, чем смотреть видео. Потому что когда мы читаем книжку, включается наша творческая сила, и мы воображаем эти все события. То есть мы таким образом задействуем все свои творческие ресурсы. А когда мы готовое смотрим, это нас упрощает, делает нас бесхозными в этом творческом процессе, потому что какая-то программа работает вместо. Это Ну, полезно, но не нужно. образность, она тоже происходит. Сначала надо опыт какой-то получить, что-то увидеть, что потом помнить то, что увидел, и потом из Да. этого уже делать. А если мы никогда не видели, как эти пышных балов, пышных платьев средневековья, мы, прочитая, ничего такого и не сможем, как это, описать, чтобы понять вот это. читаю или вижу, я уже представляю, у меня так картинками происходит. То есть я читаю и вижу картинку. Мгм. Вот видишь, уже телепатия работает. Да. У меня так А я была в Венеции много лет назад, в молодости. И там в самом центре, потому что мы жили в Новом Эстро, это за Венецией. Ну, там обычный город такой на материке. А вот этот, который затопленный город Венеции, вот Мгм. там так интересно, и там эти музеи такие, и там точные копии продавались этих венецианских платьев Мгм. по $3000, как сейчас помню. Тогда даже евро еще не было. А я, Мгм. это самое, такие красивые платья. я почему-то в детстве хотела именно такие платья пышные носить. Ну, мы в таких ходили когда-то. Да. Вот. Ну что, Ируся, ну ты большая молодец. Да, Вот. ребята Работаешь. могли Все, теперь визуализируй, смотри наши эти самые, и главное практикуй все наши уроки, потому что
Счастье ковать надо.